Эрик Фрэнк Рассел. Кресло забвения. Те двое не знали, что Дженсен стоит за дверью. Приди им хоть на минуту в голову, что там, в темноте, кто-то подслушивает их, пытаясь не упустить ни единого слова, они немедленно приняли бы эффективные меры. Но они ни о чем не подозревали. Дженсен подкрался к двери неслышным шагом, скользя как тень, и лишь легкое дуновение выдыхаемого им воздуха выдавало его присутствие. Вот почему они вели разговор, вернее спор, и во весь голос, в минуту несогласия переходя на крик. В глубоком мраке коридора Дженсен прижался ухом к тонкой, не более дюйма толщиной щели, сквозь которую пробивалась полоска света. И хотя он весь обратился вслух, пронзительный взгляд его налитых кровью глаз был устремлен туда, откуда он пришел. В доме царила полнейшая тишина, но он был начеку. А вдруг, кто знает, в коридоре появится человек, слуга, например, с такой же кошачьей походкой, как у него самого. Нельзя, чтобы его схватили, ни в коем случае нельзя позволить опять загробастать себя. Этот псих Хаммел убил стражника, когда они бежали. И хотя сам он, Дженсен, не стрелял, все равно его сочтут соучастником. Впрочем, это не играло большой роли. Он и так получил вышку за убийство, а казнить человека можно только раз. Но он вернется в камеру смертников никогда. Котелок у него варит, а парни, у которых варит котелок, на виселицу не попадают. Жестокая, холодная решимость светилась в его глазах, с угрозой сверливших темноту, в то время как он прислушивался к тому, что происходило в комнате. Сейчас говорил тучный мужчина средних лет. Он пытался что-то втолковать похожему на дистрофика типу с седыми волосами, который никак не хотел понять самые простые вещи. Предметом спора была машина. Толстяка звали Бленкинсоп. Обращаясь ко второму, он именовал его то Уэйном, то доктором. Машина, которую Дженсен с трудом разглядел сквозь дверную щель, представляла собой странного вида отполированный предмет, слегка напоминавший панель компьютера, увенчанную феном для просушки волос. Она была укреплена на высокой спинке кресла, и толстый кабель, отходивший от него, был включен в электрическую сеть. «Хорошо, Уэйн», — лениво протянул Бленкинсоп. «Допустим, я согласен с вашим утверждением, что жизненная сила — это всепроникающая радиация, которую можно направлять и усиливать. Я готов даже принять на веру ваше заявление, что это приспособление способно излучать жизненные лучи с такой же легкостью, с какой кварцевая лампа излучает полезное человеку тепло». Он похлопал себя по огромному животу и затянулся дымом так, что на месте его жирных щек образовались две впадины. «Ну а дальше что?» «Я который раз объясняю вам», — пожаловался Уэйн, «что огромное увеличение духовной энергии способствует высвобождению человеческой души». «Знаю, знаю». Одной затяжкой Бленкинсоп сжег полдюйма своей сигары и сбросил пепел на машину. «Довольно, я наслушался басен, их любят рассказывать мистики. Всякие там раджи, хамы, ламы, свамы и бог знает кто еще. С одним таким я был даже знаком. Называл себя Рай Свами Алажар. Утверждал, что может освободить свое астральное тело и взмыть в небо подобно реактивному самолету. Сквернословил отчаянно. Настоящее его имя было Джо Хенлон». Бленкинсоп оскаблился, отчего у него сразу выросло 4 подбородка. «Впрочем, полагаю, что с прибором, изобретенным таким великим ученым, как вы, можно выкинуть фокусы похлеще». «Я гарантирую успех!» — воскликнул Уэйн. «Не горячитесь», — посоветовал Бленкинсоп. «Я готов принять ваш прибор без всяких испытаний». Он небрежно взмахнул жирной рукой. Огромный бриллиант на среднем пальце брызнул снопом искр, вызвавшим ответный блеск в глазах стоящего за дверью человека. «Я вам верю. Я простой, честный труженик. Я лишь эксплуатирую чужой мозг. Моя компания делает ставку на вашу способность создавать вещи, достойные ее финансовой поддержки. Но вы должны понимать, что могут существовать и другие точки зрения на этот вопрос». «Меня они мало интересуют», — сказал Уэйн. «Мне не раз приходилось иметь дело с вашей фирмой». «К обоюдной выгоде», — заметил Бленкинсоп. «Что касается меня, я готов считать эту штуку очередным детищем вашего таланта. Я принимаю ваше заверение в том, что она способна выполнить обещанное.
Но я учитываю и тот факт, что она мне уже стоила кучу денег и будет стоить еще больше, если я запущу ее в производство. И я задаю себе вопрос, способна ли она принести мне прибыль, хотя бы самую скромную. Он перевел оценивающий взгляд с Уэйна на прибор и снова на Уэйна. Да или нет? «Деньги, деньги, деньги!» — воскликнул Уэйн с гримасой отвращения. «Неужели научный прогресс оценивается лишь с точки зрения дохода, который он способен принести?» «Да. Но моя машина поможет человеку высвободить свою душу, свое «я». Какие необыкновенные возможности откроются перед людьми. А кому нужно высвобождать свое «я»? Кто захочет платить за это и сколько? Черт побери, в наши дни, когда всякий дурак может купить билет на самолет, кому понадобится автоматический транспортер душ? Когда мне хочется навестить Мэйзи на юге Франции, я отправляюсь туда лично, во плоти и крови. Какой мне смысл посылать туда мое астральное тело? Вряд ли она получит удовольствие, обнимая дух. Вы забываете, что при облучении происходит такой громадный рост жизненной энергии, с горячностью запротестовал Уэйн, что душа человека способна покинуть свою телесную оболочку и переселиться в другое тело, по своему выбору. Навсегда вытеснив прежнего владельца, при условии, конечно, что тот не прошел соответствующей обработки, которая придала бы ему равную или даже большую силу. В своде законов, как мне помнится, это называется похищением трупов, уточнил Бленкинсоп, улыбнувшись одной из своих грязных улыбок. В свое время вы изобрели несколько превосходных вещиц, мой милый, но на этот раз вы явно перемудрили. Мне не получить и 2,5% за механического похитителя трупов. Так что лично меня эта штука не интересует. У вас какой-то иррациональный подход к делу, запротестовал Уэйн. Я ведь имею в виду лишь легальный обмен телами. Легальный? Развеселившийся Бленкинсоп чуть не подавился сигарным дымом. Чьи это тела могут подлежать легальной конфискации? И ради чьей выгоды? Он ткнул жирным пальцем в грудь Уэйна. Кто будет платить за переселение? И кто будет получать эти деньги? И при чем тут буду я? Глядя на него с нескрываемым презрением, Уэйн сдержанно пояснил. Прошлый четверг умер Коллистер. Это был крупнейший в мире специалист по раковым заболеваниям. В тот же день был казнен Бет Мелани, преступник. Мозг Коллистера оставался активным до конца, в то время как тело было изношено долгими годами служения человечеству. Душа Мелани представляла собой неизлечимо извращенное, антисоциальное «я», заключенное в грубое, но сильное и здоровое тело. «Понимаю», — согласился Бленкинсоп. Он протянул руку за своей шляпой. «Будь ваша воля, вы бы засунули Коллистера в каркас Мелани. Не стану обсуждать научную сторону этого эксперимента, так как верю, что вам бы он удался. Но я неплохо разбираюсь в законах. Моя жизнь протекала не в лаборатории, в окружении приборов и машин, а в нашем грешном и жестоком мире. Примите совет жалкого реалиста. Вам не найти такого закона, который дал бы вам право на подобные фокусы, даже если бы вы агитировали за их гуманность до самого страшного суда. Но пора бы вам повзрослеть наконец. Нетерпеливо перебил его Бленкинсоп. «С вашим идеализмом вам место разве только в детской. Я не могу выпустить на рынок воздушный замок. Мне не дадут за него и стоимости пачки сигарет». Пухлая рука протянулась к ручке двери, и человек, стоящий по ту сторону ее, отпрянул в темноту. «Советую вам лучше поломать голову над вашим стереоскопическим телевизором. На нем можно крупно заработать. Публика хочет этого. А кто мы такие, чтобы отказывать массе в ее желаниях? Что касается вашей бредовой машины, то если вы предложите мне еще что-нибудь в этом роде, я просто умру со смеху». И, смеясь, он вышел из комнаты. И умер. Дженсен заметил Уэйну. «Селенок у тебя кот наплакал. Но сразу видно, ты старик башковитый и котелок у тебя варит». Он внимательно оглядел ученого и увидел, что утомленные глаза старика светились внутренним огнем и одержимостью. «Этот седовласый фраер — крепкий орешек», — решил Дженсен. «В нем чувствуется душевная твердость, которую нельзя не уважать. Старик поймет, конечно, что сопротивление бессмысленно, но не сделает попытки применить силу. Но он будет думать, думать, думать. Нужно быть начеку, а то, чего доброго, тебя могут и перехитрить». «Для вашего и моего блага», — предупредил он Уэйна, — «вам следует кое-что знать. Во-первых, я вчера смылся из камеры смертников. И возвращаться туда не намерен».
Он ткнул Уэйна в плечо. «Никогда!» «Я так и подумал, что вы преступник», — сказал Уэйн. Он перевел взгляд с веревок, опутавших его тело, на блестящую поверхность аппарата, а затем на стоявшего перед ним человека с жесткими чертами лица. «Ваша фотография была помещена в утренних газетах рядом с фото ваших сообщников». «Ага, это были я, Хаммель, Жюль и Краст. Мы скрылись в разных направлениях. Я не буду скучать о них, даже если никогда их больше не увижу». В газетах было написано, что вас зовут Генри Майнелл Дженсон, что вы опасный преступник, убивший 2 человек. Сейчас уже 3. Я пришил и того толстяка. «А, Бленкинсопа, вы убили его?» «Да, заткнул ему глотку навечно. Это было совсем нетрудно». Уэйн молча обдумывал что-то. Наконец он сказал: «Вы понесете за это наказание». «Ха!» — вскричал Дженсон, наклоняясь вперед. «Послушайте, вы, доктор или профессор, как вас там, я все слышал о вашем гениальном изобретении. Толстяк был не дурак. Он готов был поверить, что оно и в самом деле работает так, как вы говорите. Я-то с самого начала знал, что вы не врете. Это просто блеск. Вы же можете стать моей крестной матерью». «Каким образом?» «Поможете приобрести новое облачение для моей души. Прежде я увижу вас у черта преисподней». «Ну, папаша, не стоит кипятиться. Положение у тебя не блестящее, так что не советую лезть в бутылку по пустякам». Он проверил веревки, которыми ноги его жертвы были привязаны к стулу. «Легавым нужно мое тело. Только тело, и ничего больше. Им хотелось бы увидеть, как оно будет болтаться на перекладине. Ну что ж, они его и получат. Лицо, отпечатки пальцев и прочие предметы. Вы единственный человек на свете, у которого хватит мозгов осчастливить всех, дать им то, о чем они мечтают, и помочь мне заполучить то, в чем нуждаюсь я. Мне ведь ничего не нужно, кроме приличного, не сильно поношенного тела, которому полиция не проявляет никакого интереса. Как приятно делать людей счастливыми». «Оставайтесь в том теле, которое при вас», — сказал Уэйн. «Я стар и не боюсь умереть. Можете добавить еще одно преступление к тому грузу, который лежит на вашей совести, если только она у вас осталась. Но вы все равно ничего не добьетесь». «Послушай, папаша», — процедил Дженсон. Глаза у него стали ледяными. «Можешь упрямиться сколько душе угодно, меня этим не разжалобишь. В те времена, когда я был идиотом и верил в честный труд, я закончил курсы электриков. Если я рано или поздно не разберусь в этой твоей машине, тогда меня действительно следует повесить». «Что вы этим хотите сказать?» «А то, что я украду какого-нибудь ребенка у любящих родителей и попробую на нем. Сработает прибор, отлично. Нет? Ну что ж, мало ли подопытных кроликов играет песочек по дворам. Мне могут понадобиться 2, 3, 10 ребятишек, но рано или поздно я добьюсь своего. Так что выбирай, твоя жизнь или их». «Вы не посмеете экспериментировать на детях». «Не посмею? Папаша, милый, я все посмею. Мне ведь терять нечего. Они не смогут повесить меня 10 раз, как им, наверное, хотелось бы. Им не удастся сделать этого ни разу, уж я об этом позабочусь. Но и в бегах прожить всю жизнь я не собираюсь. У меня найдется занятие поинтереснее, чем прятаться от легавых. Можешь мне поверить, я на все пойду, чтобы избавиться от шпиков раз и навсегда». Вперив взгляд в стоящего перед ним человека, Уэйн обдумывал услышанное. Он еще ни разу не пробовал свою машину на человеке, но знал, что она будет работать так, как он предсказал. Он был уверен в том, что определенные условия должны дать заранее предсказанный эффект. Однако, при мысли, что ему придется испытать ее, подчинившись воле этого самонадеянного негодяя, мурашки буквально поползли у него по телу. Нужно вступить с ним в спор и попытаться выиграть время. Прямой отказ явно не принесет никакой пользы и может стоить жизни десятку невинных людей. «Я помогу вам в пределах моих возможностей и насколько позволяет мне моя совесть», — произнес он наконец. «Вот теперь ты дело говоришь», — одобрил его Дженсон. Он выпрямился и с высоты своего роста взирал на связанного человека. «Веди со мной честную игру, и я буду играть честно. Мы оба от этого не останемся в накладе. Но ради бога, не пытайся перехитрить меня». Он бросил на Уэйна холодный взгляд злодея из дешевой мелодрамы.
Твой автомобиль в гараже, я его приметил, когда осматривал эту халупу. Мы прихватим машину с собой и отвезем в один укромный уголок. Когда она сделает свое дело, и я стану не тем, кем был раньше, я разобью ее, а тебя отпущу». Так как его слушатель не промолвил ни слова, Дженсен продолжал. «Мне необходим костюм поприличней. Эту хламиду я прихватил на какой-то ферме». Он мерзко хихикнул. «Ну чего это я беспокоюсь? Я ведь получу не только каркас, но и то, что его прикрывает». Уэйн по-прежнему не издал ни звука. Сидя на стуле со связанными и прикрученными к коленями кистями рук и спутанными веревкой ногами, он неотступно наблюдал за Дженсеном. Седые волосы старика серебрились в холодном свете ламп. Между тем Дженсен приблизился к креслу, на спинке которого был укреплен сверкавший полированный аппарат. «Напоминает мне кресло, на которое сажают смертников. Янки называют его креслом забвения. Смешно, правда? Что касается меня, то чтобы не сесть туда самому, я посажу на него сильных мира сего». Эта шутка показалась ему столь остроумной, что он со смаком повторил ее еще и еще. Затем повернулся к Уэйну. «Где ты хранишь свои записи?» «В верхнем ящике». Уэйн кивком головы указал на высокое стальное бюро. Дженсен подошел к нему и извлек хранившиеся там бумаги. Он тщательно посмотрел все черновики и объяснения. Его краткие замечания подсказали Уэйну, что он недооценил техническую подготовку преступника и его удивительную способность мгновенно схватывать сущность научной теории. Наконец, Дженсен засунул бумаги в карман. «Ну что ж, пошли!» Укромный уголок оказался внушительных размеров строением, прочно сложенным, но пришедшим в упадок за долгие годы полнейшего запустения. Оно очень выгодно располагалось на перекрестке двух дорог, в самом центре когда-то густонаселенного местечка, в котором сейчас почти никто не жил. Люди торопливо проходили мимо мрачного, похожего на мавзолей здания, не удостоив его даже взглядом, и лишь иногда после захода солнца запоздалый путник стучался в дверь. Домоправительницей в этом запустелом особняке была неряшливая женщина с огромной грудью и смышленными глазами хрюшки, которую обучили правилам арифметики. Уэйн припомнил, когда они 2 дня назад впервые появились здесь, женщина ничуть не удивилась и с угрюмой покорностью выполняла распоряжение Дженсена. По-видимому, укромное местечко было хорошо известно рыцарям удачи, у которых пользовалось особой популярностью за то, что было совершенно неизвестно полиции. Хрюшка умела держать язык за зубами. Она неплохо зарабатывала, хотя и не любила своей профессии и боялась связанного с ней риска. Стоя в тени у открытого окна с записями Уэйна в руках и внимательно наблюдая за дорогой, Дженсен объявил: «Кажется, я усек, в чем тут дело. Я не должен вступать в контакт с другими особями, то есть животными и прочими тварями. Да и какой дурак захочет стать животным?» Он еще раз пробежал записи глазами, затем снова перевел взгляд на дорогу. Что-то там его заинтересовало. «Если я хочу совершить обмен, — продолжал он, — я не должен мешкать, так как энергия начнет рассеиваться сразу же, как только я покину тело». «Да», — вынужден был подтвердить Уэйн. «Значит, я не могу перепрыгивать из одного каркаса в другой. Для этого нужно каждый раз перезаряжаться заново. Ну что ж, не будем торопиться и подберем модель по вкусу. Если уж выбирать, то высший сорт. Не брать же первое попавшееся тело». «Прошу вас, Дженсен, подумайте хорошенько. Это опасная игра. Не лучше ли отказаться от нее, пока не поздно?» «Да заткнись ты, ради бога! Я не откажусь от нее хотя бы только потому, что не собираюсь отказываться от самого себя. Им понадобилось мое тело? Милости просим, берите, раз уж оно мне самому больше ни к чему». Дженсен снова обратился к записям. «Стало быть, от меня требуется одно — сосредоточить всю силу своего взгляда на том красавце, которому посчастливится меня приютить. Как только я вылезаю из своего каркаса, я прыгаю в новый, а его владельца выставляю вон». Вдруг его поразила какая-то мысль, и он повернулся к Уэйну. «А почему бы ему не воспользоваться моим каркасом?» «Невозможно. Переселиться можно только в живое тело. Мертвое для этой цели не годится». Уэйн не стал объяснять, почему это так, а Дженсен не проявил интереса. Внимание преступника сосредоточилось на одном из участков дороги. Приставив бинокль к глазам, он внимательно изучал какую-то точку вдали. Поза его выдавала еле сдерживаемое возбуждение.
Вдруг он выронил бинокль и бросился к стулу, на котором за несколько минут до этого они укрепили проектор Уэйна. «Это та самая будка, которая мне нужна!» Он откинулся в кресле, обнажив в ухмылке все свои зубы. «Включай ток! И чтоб у меня без фокусов!» С трудом подавляя отвращение, Уэйн вставил вилку в розетку и повернул выключатель. Выбора у него не было. Дженсен будет оставаться в полном сознании и сохранить способность к действию до того момента, когда его душа покинет тело, после чего сделать что-либо будет слишком поздно. Ничего другого не оставалось, как подчиниться обстоятельствам и молить судьбу, чтобы аппарат не сработал. Побледнев, с робкой надеждой на неудачу, он следил за поведением своего проектора. Никаких видимых лучей, никакого излучения, которое бы свидетельствовало, что аппарат находится в действии. Лишь стрелки индикатора упорно ползли вверх. Уэйн знал, что огромная жизненная сила вливается сейчас в напряженное тело зверя, развалившегося в кресле. Дженсен сидел неподвижно, уставясь на что-то за окном. Взгляд его приобрел почти гипнотическую силу. Пальцы рук конвульсивно задвигались. Внезапно тело его застыло, словно маска. В глазах погас свет. Руки бессильно свесились. Уэйн мрачно разглядывал бездыханное тело. В душе его надежда боролась со страхом. Он не мог поверить в то, что произошло. Какой-то человек свернул на дорожку, ведущую к дому, поднялся по ступенькам и заколотил в дверь. Хрюшка, прошаркав по коридору, открыла входную дверь и бросила враждебное «Что надо?». Послышался гул голосов, затем шаги, кто-то приближался к комнате. Уэйн, трясущейся рукой, провел по пушистым белым волосам. Его отчаянная мольба не была услышана. Аппарат сработал. Он выключил его и повернулся к незнакомцу. Это был человек несколькими годами моложе Дженсена, шире его в плечах, с упрямым подбородком, с быстрыми и легкими движениями. На нем был хорошего покроя костюм, широкополая шляпа и ботинки, сшитые на заказ, излучавшие матовый блеск. Он выглядел человеком, достигшим цели, благодушным, но умеющим постоять за себя в случае нужды. «Как я вам нравлюсь, папаша?» — сказал незнакомец. Он встал в позу и начал медленно поворачиваться вокруг себя, подобно манекенщице, демонстрирующей вечерний туалет. «Вы Дженсен?» «Точно, это я, Дженсен, вернее, сэр Генри». Блаженно улыбаясь, он подошел к креслу, в котором ссутулилась человеческая фигура. Но тут же блаженная улыбка сменилась гримасой ужаса и отвращения. Какой ужас! Видеть себя мертвым! Чуть холодный пот не прошиб. Вам уже никогда не удастся вернуть себе прежний облик. Не имею ни малейшего желания. Когда посмотришь на себя со стороны, понимаешь, чего тебе не хватает. Тут явно требовались кое-какие изменения. Вот я и изменился. Нравится? Как прошло переселение? Спросил Уэйн, с трудом выдавливая из себя слова. Хуже не придумаешь. Все равно, что заниматься чем-то, что никому, даже мне не по плечу. Я как бы рос, становился все больше и больше, сильнее и сильнее. Вдруг что-то лязгнуло, и я очутился в его теле. По-настоящему, внутри него. Я почувствовал, что стою на его ногах, смотрю его глазами, слышу его ушами и пытаюсь захватить его мозг. Он дрался как одержимый, но в конце концов я его выставил. Собственный рассказ как бы отрезвил Дженсена, его даже передернуло. Он вылетел из своего каркаса с жутким воплем, орал как мартовский кот. Вы убили человечью душу, и рано или поздно вы ответите за это. Пусть это даже будет суд Всевышнего. Он посмотрел на Щеголя, который, как нетрудно было в это поверить, оставался Дженсеном. И я разделяю вашу вину, я ваш сообщник. Не морочьте мне голову своими проповедями, я уже давно вырос. Меня тошнило от них еще тогда, когда я ходил в коротких штанишках. Он с опаской покосился на тело, которым владел так недавно. Вы уверены, что я никогда в него не вернусь? Конечно, оно мертво. Труп оживить нельзя. Смена оболочки возможна лишь тогда, когда вы вселяетесь в тело, еще не покинутое своим прежним владельцем. Похоже на подмену водителя в автомобиле, который мчится с большой скоростью. Затея опасная, но выполнимая при условии, что руль все время находится в чьих-то руках. Либо один, либо другой, паузы быть не должно. Да, так оно и было. Он шатался как пьяный, пока я его не выставил окончательно.
Автомобиль немного заносило то вправо, то влево, а? Вдруг он о чем-то задумался. А сам-то он куда девался? Не вы один, весь мир хотел бы знать куда. Ответ на этот вопрос раскрыл бы загадку жизни. Ну ладно, я думаю, одному человеку не под силу знать все на свете, даже такому ученому, как вы. Дженсен вытащил из заднего кармана брюк плоские золотые часы и с удовольствием поглядел на них. Ценная вещица. Не меньше, чем в 500 обошлась, наверное. И бумажник у него. У меня, солидный. Полным-полно башлей. Ловко я все обтяпал, правда? Уэйн промолчал. А теперь за дело, спохватился Дженсен. Тело свое я припрячу так, чтобы оно само попалось на глаза легавым. Тот-то звону будет. Обрадуются, нашли убийцу толстяка. И подумать только, начну новую жизнь с того, что окажу услугу полиции. Его внимание переключилось на Уэйна. Игрушка останется у меня, и записи тоже. Вас я выпущу, как только доберусь туда, куда я собираюсь добраться. Вы намерены освободить меня? А почему бы нет? Я ведь исправился, стал совсем другим человеком, не так ли? Можете болтать, сколько влезет, кто вам поверит? Он удовлетворенно хохотнул. Впрочем, даже если и поверят, то что из того? Что они смогут со мной сделать? Можете подробно описать меня, сфотографировать, передать им отпечатки моих пальцев, им все равно меня не взять. Они не будут знать, кем я стану завтра или через неделю. Но вы ведь обещали уничтожить проектор. Кто, я? Зарезать курицу, несущую золотые яйца? Поищи другого дурака. Застегнув пиджак, он в раскачку прошелся по комнате, стараясь не смотреть на обмякшее тело в кресле. Я ведь сейчас могу идти куда мне вздумается, делать что захочется. Пусть соберут хоть всех свидетелей на свете. Мне наплевать, кто меня может опознать. Да пока эти легаши раскачаются, я уже буду другой. Он весело хлопнул себя поляшком, как если бы в голову ему пришла блестящая идея. Черт возьми, да я мог бы занять место шефа полиции и руководить погоней за самим собой. Стоит мне захотеть, и я стану королем Сиама или президентом Соединенных Штатов. Уэйн буквально похолодел от ужаса, когда осознал, сколько правды таилось в этих хвастливых заявлениях. Перед ним была сила, перед которой оставались беспомощными закон и порядок. Это он. Уэйн выпустил ее на свободу, на радость и ликование всему преступному миру. О, конечно, Дженсен будет хранить свой секрет про себя, ревниво оберегая его от других нарушителей закона. Но он сам представлял собой угрозу, как индивид, вернее, один из бесконечной вереницы неуловимых индивидов. 10 часов спустя мысль эта по-прежнему не оставляла Уэйна. Он стоял на травянистой обочине давно неезженной дороги, следя за тем, как исчезает вдали щеголеватая, самоуверенная фигура преступника, мчавшегося навстречу абсолютной, ничем не стесненной свободе. Дженсен мог легко прикончить его, это нисколько бы не обременило его совести, но по каким-то неизвестным Уэйну причинам он этого не сделал. Быть может, негодяй испытывал злорадное удовольствие при мысли, что власти будут предупреждены о возникновении проблемы, разрешить которую не в их силах. А может, он боялся каких-либо случайных неисправностей в проекторе и оставил его автору жизнь, чтобы тот смог исправить возможные поломки. Машина умчалась, подняв облако пыли. Уэйн следил за ней, пока она не скрылась из виду. В ушах его назойливо звучали слова «Да я мог бы занять место шефа полиции!». Сутулясь, он зашагал к ближайшей деревне. «Он может занять чье угодно место», — бормотал Уэйн. «Чье угодно». Он повторял эти слова до тех пор, пока они ему самому не надоели. Тогда он слегка изменил их и прибормотал. «Какое захочет». Он уставился на небо, на далекую линию горизонта. Он не замечал ни того, ни другого, ибо весь был захвачен новой идеей. «Какое захочет». Господи, это же мысль! Какое захочет! За 20 лет своей бурной жизни вне закона Дженсен с успехом ухитрялся участвовать даже в самых рискованных предприятиях. Единственный промах, который он допустил, было второе убийство, чуть не стоившее ему жизни. Он многому научился от своих собратьев по ремеслу, в совершенстве владел тактическими приемами и методами своей профессии и в преступном мире пользовался репутацией человека опытного и ловкого. И эти-то опыт и ловкость были сейчас заключены в молодом теле, которое почти автоматически реагировало на любую криминальную ситуацию.
Шагая по направлению к маленькому провинциальному банку, Дженсен отдавал полный отчет в своих способностях. Эти простаки хранят деньги так, как будто только и ждут, чтобы их прикарманил какой-нибудь грабитель-одиночка. Парочка угрожающих жестов, выстрел, другой в случае необходимости и дело в шляпе. Проще и не придумать. Особую прелесть предстоящей операции придавали несколько деталей, завершавших представление. На этот раз зрители обойдутся без эффектного зрелища поспешного бегства, головокружительных гонок, в которых полицейская машина буквально висит на хвосте у преступника. Не унизится он и до такого дешевого мелодраматического приема, как черная маска. Он просто войдет, возьмет, выйдет и спрячет, и все. Что он и сделал. Он появился в холле за 20 секунд до закрытия, когда там не оставалось ни единого посетителя, и показал кассиру предмет, который небрежно вынул из кармана. Кассир выглянул в окошко и побледнел. «Будешь молчать, я тебя не трону!» Чтобы слова его скорее дошли до сознания кассира, Дженсен чуть выдвинул вперед дуло револьвера и подумал, удалось ли ему состроить такое свирепое лицо, какое он умел делать раньше. «Бумажки заверни в пакет, я возьму его с собой. Пошевеливайся и не вздумай подать голос. Если мне понравится ваше обслуживание, я загляну к вам еще разок». Двигаясь как во сне, кассир поспешно запихивал пачки банкнот в мешок. Общая сумма была невелика. Дженсен не рассчитывал, что в этой крохотной конторе с 2 служащими его ждет большая добыча. Но ведь деньги как бы сами лезут в руки и помогут ему продержаться, пока он не подготовится к более крупным и дерзким набегам. Пятясь, он подошел к двери, ведущей в кабинет директора, и ударом ноги распахнул ее. Достойный глава банка полез в бутылку, но, увидев направленное на него дуло пистолета, проявил сообразительность, закрыл рот и поднял руки. 2 минуты спустя Дженсен покинул здание банка, тщательно притворив за собой входную дверь. 2 мужчин были заперты в директорском кабинете, но он даже не потрудился их связать. Воспользоваться телефоном им не удастся, об этом он позаботился. Чтобы выбраться наружу, им потребуется не менее 5 минут, а этого времени ему с лихвой хватит. Не спеша он сел в машину, включил среднюю скорость и через 2 минуты спокойно запер награбленное в багажнике другого автомобиля, который доставил его домой в однокомнатную квартиру. Там он уселся перед окном и стал ждать. Шлем проектора покоился у него на голове. До ручки переключателя дотянуться было нетрудно. Все его внимание, однако, сосредоточилось на окне, выходившем на улицу. Когда он протянул руку к переключателю, полицейская погоня только началась. Он тщательно спрятал проектор. В конце концов, это было важнее всего. Драгоценный прибор требовал особого ухода. Его нужно было сохранить, чего бы это ни стоило. Он не мог потерять его, лишиться возможности им пользоваться. Ни за что, ни за какие деньги. Если бы ему когда-нибудь пришлось выбирать между аппаратом и добычей, он, не задумываясь, послал бы добычу к черту. Рассуждая подобным образом, он небрежной походкой фланировал по улице, укрывшись за новым, несколько более скромным фасадом. Руки засунуты в карманы грубых, домашнего изготовления брюк. Топорные башмаки цокают по тротуару стальными подковами. Губы выпечены, вот-вот засвистит. Смешное ощущение, счастья и ужаса одновременно. Вот он здесь, вне досягаемости, но в ушах еще стоит предсмертный кошачий вопль. Кучка возбужденных прохожих столпилась на перекрестке, извергают словесное стаккато. Да, конечно, я помню, ничего подобного раньше не было, всегда говорил когда-нибудь они. Наглость-то какая, просто вошел и взял, сколько было, а кассир, давно пора было принять меры. Был бы я там, я бы в него чернильницей запустил. В чем дело, друзья? Спросил Дженсен, проявляя деревенское простодушие. «Банк очистили», — сообщила расхлябанная личность. «Ты малость опоздал. Грабитель был один, успел смыться. Сколько он взял, еще неизвестно, но, думаю, кругленькую сумму». Дженсен уставился на парня с выражением, которое он надеялся являло собой смесь деревенской хитрости и простоты. Он почесал затылок, надвинул на лоб кепку и слегка нагнулся к уху парня. «В 2 кварталах отсюда, у часовни, стоит зеленый фургон». «Ну и что?» «Он все утро простоял у банка, я видел. За рулем сидел тип, знаешь, из тех, кому палец в рот не клади. Может, он и заметил чего-нибудь, что пригодится полиции. Неплохо бы разыскать его и расспросить. Он, возможно, еще ничего не слышал о налете». «Вот это было бы классно!» —
— воскликнул парень, в душе которого пробудилось желание поиграть в частного детектива. Он глянул на стоящих вокруг зевак. Те одобрительно закивали головами. «Ты пойдешь?» — спросил он Дженсона. «Нет, тороплюсь на автобус. Да ты его не спутаешь, зеленый фургон стоит позади часовни». Он лениво зашагал прочь. Пройдя 100 ярдов, он оглянулся. Никого из толпы не было видно. Все отправились на розыски фургона. Представить себе, как развернутся дальнейшие события, было нетрудно. Они найдут фургон и сообщат об этом полицейским. Те наведут справки, узнают адрес его хозяйки и спросят у нее, где ее постоялец. Она проведет их наверх в однокомнатную квартиру, и там-то они обнаружат труп грабителя. Директор банка и кассир без труда опознают его. Полиция обыщет квартиру, перевернет вверх дном весь дом, вытрясет душу из хозяйки, но деньги все равно не найдет. Ухмыляясь, он вернулся ко второму автомобилю и сел за руль. На заднем сиденье машины уютно уместился тщательно запакованный проектор. Никому и в голову не придет связать ограбление с этой машиной, так что ему не о чем беспокоиться. Да, это было идеальное ограбление, загадка, не поддающаяся расшифровке, и ничто не помешает ему повторить его снова, и снова, и снова. Закон и порядок могут гоняться за ним до скончания века, им все равно не найти разгадки. Досадно только, что он не знает, в чьем каркасе он очутился на этот раз. Ведь какова бы ни была его новая телесная оболочка, он по-прежнему оставался Дженсоном, с его, Дженсона, сознанием и с его памятью. Изгнанная личность оставляла новому владельцу свой мозг, но не его содержание. Память, по-видимому, являлась не материальной записью на сером веществе, а своеобразной духовной производной. Ученым этот факт показался бы весьма интересным. Он проверил содержимое своих карманов в поисках каких-либо бумаг, позволивших бы ему определить, кем он стал на этот раз. Впрочем, он знал, что так или иначе раздобудет сведения о себе и не позже, чем заведет мотор, чтобы отправиться в места новой охоты. «Эй, Сэм, где ты раздобыл этот лимузин?» Голос, прозвучавший совсем рядом, заставил его вздрогнуть и поднять голову. Из окна соседнего дома на него взирала флегматичная лошадиная физиономия. Челюсти ее владельца ритмично двигались, пережевывая жевательную резинку. Физиономия с тупым любопытством ждала ответа. Итак, он был Сэм Имерек. Мысль Дженсона работала стремительно. Если он отзовется, он непременно рано или поздно запутается. Отрицать все – вот самый безопасный выход из положения. Его новое лицо не отличалось подвижностью, но Дженсон сделал все возможное, чтобы растянуть его приличествующей случаю гримасе, прежде чем повернуть Сэнфейс в сторону своего собеседника. «Лимузин мой, да я не Сэм». «Что?» Лошадиная челюсть отвалилась, обнажив розовые десны. «Ты не Сэм?» «Именно это я и хотел сказать. Ты ошибся, приятель. Я был бы рад познакомиться с этим Сэмом. По-видимому, мы с ним двойники. Ты, кажется, 10-й, принявший меня за него». «Да уж, режьте меня на куски, но вы точно его копия». «Ничья я не копия. А уж что касается точности». И не докончив фразы, Дженсон включил мотор и укатил, оставив лошадиную физиономию в состоянии полнейшего отупения. В этой игре с телами была одна неприятная сторона. Ты мог нарваться на популярную личность, а это всегда чревато неприятностями. В дальнейшем следует выбирать свои жертвы с такой же осторожностью, как и поле своей деятельности, решил Дженсон. Чужаки – вот кто ему нужен. Люди, появившиеся в этих местах недавно, никому неизвестные приезжие, иностранцы. Впредь ему следует быть более осмотрительным. Чтение газет всегда доставляло Дженсону удовольствие. Ему нравился налет таинственности, которым газетные писаки украшали описание нашумевших преступлений. Вот и сейчас уж как они расписали его 6-е по счету похождение. Если верить газетчикам, тип, совершивший последнее ограбление банка, пользовался репутацией чуть ли не святого с ангельски чистым прошлым. И вот он был обнаружен мертвым. Награбленное же добро бесследно исчезло. Оставалось загадкой, как человек с безупречной репутацией решился на такое дерзкое преступление. Почему он оказался мертвым и куда девалась его добыча? «Ха!» — хмыкнул Дженсон, пробегая глазами печатные столбцы. Кое-каким из этих писак нельзя было отказать в смекалке. Автор одной заметки, скрывшийся за инициалами АКД, связал таки это преступление с предыдущим.
Он сопоставил некоторые общие черты: ограбление банка с применением одной и той же техники, грабитель, лицо безупречного поведения, которое вскоре оказывается мертвым, а похищенные суммы при этом бесследно исчезают. В заключение, однако, репортер обратил внимание читателей на тревожный факт: официально санкционированное уничтожение крупного урожая индийской конопли, из которой добывают гашиш, туманно намекнув при этом на тайное распространение наркотика в уважаемых кругах общества. «Смех да и только!» – пробормотал Дженсен одобрительно. И вдруг он увидел объявление, несколько слов, помещенных в отделе частных объявлений и для большей убедительности обведенных рамкой. «ХМJ. Свяжитесь со мной. Готов откупить прибор за наличные. Выгодные условия. Уэйн». Дженсен задумался. Похоже на западню, в которой Уэйн играет роль приманки. С другой стороны, здесь говорилось о деньгах, наличными. А что если на самом деле приготовили кругленькую сумму? Уж он сумеет извернуться, захватит деньги и обойдет ловушку. На что даны человеку мозги, если он не в состоянии пошевелить ими хорошенько? Он поехал в город и позвонил из автомата. «Это я. Не хочу, чтобы меня засекли, поэтому выкладывай побыстрее». «Послушайте», — раздался торопливый старческий голос Уэйна. «Я нашел иностранца, который полагает, что мой аппарат может быть полезен его стране. Он готов купить его». «А почему бы тебе не построить еще один, такой же?» «На это уйдет не меньше 2 лет, а он не даст денег, пока не увидит машину. Времени на размышления у меня немного. Дженсен, мой клиент, молод и чрезвычайно богат». «Я подумаю», — буркнул Дженсен и повесил трубку, не дав Уэйну закончить фразу. Сутки спустя он решился пойти на сделку. Ему она сулила только выгоду. Тело, в котором он пребывал в настоящее время, для закона не представляло никакого интереса. Благодаря предыдущим операциям он собрал немалую толику денег, но был не прочь сорвать куши с Уэйна, не расставаясь с проектором, конечно. У него на этот счет сложился недурной план. Идейка первый сорт. Он позвонил из другого города. «Я готов принять предложение, все зависит от условий», — заявил он. Уэйн спросил: «Сколько вы хотите?» «А насколько раскошелится наш набоб?» «Не знаю, он готов заплатить крупную сумму, но не пойдет на вымогательство. Если вы согласны продать прибор, назовите цифру. С чего-то ведь придется начинать». Уверенность Уэйна в высокой покупательной способности иностранца подогрела любопытство Дженсена. «Что он за тип, хотел бы я знать?» Хотя Уэйн и пытался казаться спокойным, в его голосе послышались нотки возбуждения. «Он из Европы. Ему около 30, и он очень богат. Он обручен с самой красивой девушкой сезона, которая, насколько мне известно, сама далеко не нищая. Вы понимаете, что на этой стадии переговоров я не могу открыть вам его имя, но смею заверить, что у него больше денег, чем у кого-нибудь из тех, с кем мне приходилось иметь дело прежде». «Хорошо, я сам с ним переговорю». «Но...» «И никаких фокусов», — предупредил он жестко. «Я вешаю трубку, мы и так слишком долго разговаривали. Я позвоню тебе еще раз, позаботься о встрече. И передай ему, что цифра будет умопомрачительной». Когда он повесил трубку, рот его растянула широкая ухмылка. Иностранец, купающийся в деньгах и собирающийся жениться на светской львице. Вот будет здорово. Все складывалось как нельзя лучше. Узкая улочка не шире 50 ярдов отделяла его комнату на 3-м этаже от апартаментов иностранца, находившегося на том же уровне. Глядя в окно, Дженсен мог следить за тем, что происходило напротив. Конечно, ему могли подстроить какую-нибудь хитроумную западню, но он любую хитрость превратит в жестокий фарс. Рассказ Уэйна о богатом иностранце мог оказаться блефом, но, с другой стороны, он мог быть и правдой. Так или иначе, он, Дженсен, ничего не терял, зато в случае удачи... Что касается его, риск был невелик. Либо он переселится в мускулистый каркас ловкого детектива, приготовившегося убить его, как только он войдет в комнату, либо приобретет благородный облик иностранца, у которого денег куры не клюют. Да уж, этот Дженсен явно не дурак. Те, у кого варит котелок, не попадают в лапы правосудия. У него хватило соображения догадаться, что Уэйн способен подстроить ему ловушку. Старик ведь может попытаться выманить Дженсена из тела, а потом подсунуть ему куклу или даже труп, зная, что без телесной оболочки сила Дженсена улетучивается как пар. Мудрец знает, как опасно недооценивать своего противника. Он же, Дженсен, сама мудрость.
В мощный бинокль он изучал окна напротив. Тип, находившийся в глубине комнаты, был жив. Живее некуда. Тут уж сомневаться не приходилось. Ему не сиделось на месте, и время от времени он выглядывал из своего окна, бросая осторожные взгляды вниз, на улицу. Дженсен мог без труда разглядеть его лицо и фигуру. Будущая жертва довольно точно отвечала описанию Уэйна. Около 30, плотный, одет чуть-чуть вызывающе. И во всем его облике было нечто вызывающее, а бриллиант на среднем пальце левой руки просто слепил глаза. Его гладко зализанные волосы и грубоватое лицо показались Дженсену знакомыми. Наверное, он видел того типа на фотографии, скорее всего на глянцевитой странице популярного журнала, об руку с потрясной дамочкой, а на переднем плане только что подстреленный тигр. Как бы то ни было, наружность этого человека пришлась Дженсену по вкусу. В выборе очередного тела, как и в выборе нового пальто, чем ты придирчивее, тем лучше. Предлагаемая модель отличалась прочностью и модной линией покроя. К тому же ничего не стоило, а Дженсен был не из тех, кто смотрит в зубы дареному коню. Интересно, есть ли у его жертвы какой-нибудь высокомерный дворецкий, который умеет произносить «да, милорд», «нет, милорд», «конечно, милорд». Он, Дженсен, предпочел бы, чтобы такой дворецкий существовал. Ах да, придется отучиваться от некоторых неблаговидных привычек, научиться произносить «нет» вместо «не», но игра стоит свеч. Красавчик опять появился у окна, бросив подозрительный взгляд на автомобиль, стоявший у тротуара. Затем он повернулся и сказал несколько слов кому-то, кто скрывался в глубине комнаты. Дженсен бросил не менее подозрительный взгляд вниз и вдруг обнаружил легкую фигуру седовласого Уэйна. Достойный джентльмен торопливо направился к дому, сохраняя свой обычный сосредоточенный вид. Не оглянувшись, не проявив ни малейших признаков беспокойства или неуверенности, Уэйн вошел в дверь, ведущую в апартаменты иностранца, который по-прежнему не спускал глаз с автомобиля внизу. «Пора!» Бросившись к креслу, Дженсен тяжело плюхнулся в него и включил проектор. Многократные повторения придали его движениям уверенность и автоматизм, что, однако, не лишило его ощущения важности происходящего. В аппарате с его таинственным шлемом по-прежнему было что-то зловещее, напоминавшее о том, что всем радостям на свете рано или поздно приходит конец. Живительная сила начала вливаться в преступника. Он пожирал глазами человека, находившегося за окном противоположной комнаты. Дженсену удалось внести некоторое усовершенствование в детище Уэйна. Садясь в кресло, он слегка откидывался назад, так, чтобы покинутое им тело, поникнув, надавило на кнопку и выключило проектор. Отлично придумано. Вполне в стиле Дженсена. Он очень гордился собой. 30 секунд, и он был свободен. И мгновенно очутился на другой стороне улицы, в другой комнате, в другом теле. Чудовищная трансформация совершилась с обычной стремительностью. Ощущение небывалого триумфа, сознание сокрушительности своей силы пронизало его «я», когда оно вступило в смертельную схватку с душой противника, упорно цеплявшегося за свою телесную оболочку. Жертва оказалась крепким орешком. Она сопротивлялась с такой яростью, злобой и беспощадностью, как ни одна другая душа, с которой Дженсену приходилось иметь дело. Чтобы сохранить свой каркас при себе, этот красавчик сражался с жестокостью и упорством доисторических ящеров. На протяжении почти целой минуты сопротивляющееся тело пьяно вихлялось из стороны в сторону, дергалось и даже раз упало на пол, извиваясь в конвульсиях, и как бы пытаясь изрыгнуть что-то, затем поднялось и в изнеможении опустилось на стул. Физические силы почти оставили Дженсена, хотя душевная мощь его оставалась неизменной. Он понимал, что без помощи проектора ему бы ни за что не удалось сломить тигриную волю противника. Но вот он снова вышел победителем из схватки и снова услышал шипение, с которым гасла искра жизни, обращаясь в ничто. Капли пота выступили у него на лбу. Он прислонился к спинке стула, из горла его вырвались какие-то странные, похожие на всхлипывающие звуки. Ноги казались ватными. Это было тяжелое, мучительное сражение, и он его выиграл. Ай да Дженсен! Когда дверь в комнату отворилась, и на пороге появился Уэйн, его встретила широкая ухмылка Дженсена. «Жаль, жаль», — невозмутимо произнес Уэйн. «Чего это вы разжалобились?» «Вы оставили свой револьвер в комнате напротив». «О каком это револьвере вы говорите?» «О том, который принадлежал Дженсену».
«Значит, вы догадались?» Дженсен уселся на кончике стола. Он был счастлив. Он чувствовал себя прекрасно. В отличной форме. Вот как это называется. Полон энергии и уверенности в себе. «У вас, конечно, котелок варит, ничего не скажешь. Вы многое могли предвидеть. Но вот всех возможностей своей машины даже вы учесть не смогли. И вы поверили, что я продам ее, а?» Он загоготал и мгновение озадаченно прислушивался к хриплым, вульгарным звукам своего нового голоса. Но тут же рассмеялся снова. «Дурак бы я был, если бы добровольно отдал вам отмычку к дверям в бессмертие!» Стоя в дверном проеме, Уэйн сказал: «Да, да, бессмертие. Нет такой суммы, за которую бы его можно было купить». Он провел рукой по своим редеющим волосам. «Мой прибор великолепен. У меня нет причин его стыдиться. Единственный недостаток этого прибора в том, что он опередил свое время. Человечество еще не готово к тому, чтобы принять его». Усталые глаза ученого встретились с наглым взглядом Дженсена. «Я решил его уничтожить». «Чёрта с два ты это сделаешь!» Дженсен повелительно взмахнул рукой. «Да не торчи ты тут, как кукла, входи! Я сгораю от нетерпения узнать, какая же я теперь важная шишка!» «Ах, да, конечно!» — мягко согласился Уэйн. Он вошел в комнату. 4 высоких широкоплечих спортивного вида человека проследовали за ним. «Вы очень важная шишка, и вас зовут Энрико Рапалли». В мозгу Дженсена вспыхнул дьявольский фотомонтаж. Кровавая галерея жертв неслыханных по жестокости преступлений. Большинство из них были совершены в то время, когда он, Дженсен, находился в тюрьме, и ему только раз привелось увидеть лицо короля гангстеров. Ничего удивительного, что это лицо показалось ему знакомым. И совсем уже не удивительно, что душа этого человека с таким звериным упорством сражалась за свое тело. «Я отправился в полицию и все рассказал», — продолжал Уэйн. «Выяснилось, что они засекли Рапалли и готовились его схватить. Им понравился мой план. Они согласились повременить с арестом убийцы, использовав его в качестве приманки. В течение долгих 10 дней мое объявление появлялось во всех газетах, пока вы на него не клюнули. Я назначил вам свидание в логове Рапалли. Мы устроили так, что квартира напротив оказалась свободной. Как только вы сняли ее и перенесли туда проектор, я понял, что на этот раз вам не уйти». Он снова откинул волосы со лба. У него было очень усталое лицо. «А теперь я уничтожу свой прибор». «Пошли, Рапалли!» — резко бросил один из пришедших с Уэйном мужчин. Он положил свою огромную лапу на плечо Дженсена. «Я не Рапалли!» — завизжал Дженсен. «Я... «А кто же ты тогда?» Кривая усмешка как бы приклеилась к губам вошедшего. «У тебя лицо Рапалли, его тело, отпечатки его пальцев. А ведь закону ничего больше не требуется». «Будьте вы прокляты!» — завопил Дженсен, когда наручники защелкнулись на его запястьях. В бешенстве с налитыми кровью глазами он следил за направившимся к двери Уэйном. С губ его слетала грубая брань. Уэйн обернулся, посмотрел на него с чисто академическим интересом и промолвил мягко: «Рапалли, мне вас искренне жаль. Без сомнения, вы получите то, что заслужили. Это очень печально, конечно, если считать, что смерть — полнейшее уничтожение». Он сделал небольшую паузу, затем продолжал. «Но если это не так, если вашей душе предстоит встретиться с теми, кто ее давно поджидает, мне страшно подумать, что с вами будет». Конец. Текст читал Евгений Губанов. Спасибо за просмотр. Друзья, если вам нравятся мои видео и другой контент, поставьте лайк и подпишитесь на канал, оставьте комментарии и поделитесь видео с друзьями. Ваша поддержка очень важна. А если желаете поддержать развитие канала материально, становитесь моим подписчиком на Бусти или Патреоне, или же можете разово задонатить через Donation Alerts. Все ссылки в описании.